Скажите, вы замечали за собой когда-нибудь, вы испытывали гнев? Да, Даже иногда, может быть, к своим близким, да? Как правило, вот к близким чаще всего чаще всего, да. испытываем гнев. Вот в этот момент, когда вы испытываете гнев, вы любите их? А? То есть вот когда ты гневаешься, хочешь его порвать, ты в этот момент его любишь. В этот момент просто ты не думаешь об этом. Да. Можно сказать, что в этот момент ты не любишь? Можно. Можно. Потому что испытываешь другую эмоцию. Да. Накрывающую. Гнев. Что если это одна из субличностей, вот эта гневная часть, и она-то, конечно, не любит, потому что она как воин такая, она защитник. Но есть другая часть вас, которая любит. Это другая субличность ваша. Есть третья субличность, возможно, который ребенок, которому требуется внимание. Случается такое? Третья субличность. Но и в нахождении в каждом из этих состояний, в каждой из этих субличностей мы разные. Нельзя сказать, что в состоянии гнева мы такие же, как и в состоянии любви. Разные абсолютно состояния. В состоянии любви гневаться невозможно. Можно переключаться быстро. И то из гнева в любовь достаточно сложно переключаться очень быстро. И вот теперь я вам сейчас задам вопрос, на который вы можете ответить. Какие вы у себя субличности наблюдали? То есть если попробовать дать каждой части себя, каждой своей субличности характеристики, то есть и разделить их, как я говорю, да, то есть одна часть, одна субличность не может гневаться и любить, значит, это уже две разные части. И иногда, может быть, возникает такая требовательность, со мной так нельзя, там, или еще что-то, да, вот это, наверное, еще одна какая-то субличность. Бывает ведь такое? Это какой-то подросток, может быть, да, то есть так вот можно попробовать понять разные субличности, к какой возрастной категории они относятся, какие чаще проявления у них есть. Так, ну давайте теперь я расскажу вам немножко о ваших субличностях, о которых вы говорили. Перфекционизм, да. Расскажу сейчас о тех субличностях, о которых вы сегодня рассказывали. Потому что у этих субличностей есть четкая градация. В нижней части, я его называю вообще подвал. В этом подвале находятся наши изгнанники. Это те части нас, от которых мы отказались. Нет, они не теневые, это боли. Это те части нас, которые испытывают боль. Вот, допустим, мы увидели ту часть тебя, которая пострадала от буллинга в школе. Когда ты вспоминала о ней, или когда ситуация какая-то о ней напоминала тебе, ты получала боль в этот момент. Для того, чтобы ты не получала боль, здесь, вот на изгнанники находятся у нас в самом низу, в этом подвале. У нас есть менеджер. Их множество. И они защищают всю систему от боли изгнанников. Но у изгнанников такая суперспособность, что когда им больно, тогда больно всем. Если не больно, их вообще не видно и не слышно. Менеджеры стараются. Менеджеры все. Внутренний родитель, контролер, ребенок, осуждающая часть, позитивная часть, эго. Это все менеджеры, которые выстраивают нашу систему так, чтобы нам не сталкиваться с изгнанниками. Те же самые агрессивные части, которые силой защищают нас от тех людей, которые нам могут напомнить об изгнанниках. Напомнить нам, то есть заставить их страдать и эту боль получить нам всем. На следующей части есть другая категория менеджеров, я их выделяю отдельно, это пожарные менеджеры. Пожарные. Это может быть алкоголизм, то есть не алкоголизм, употребление алкоголя, наркотиков, беспорядочный секс, клептомания,
переедание, да, то есть Любая зависимость. любая зависимость, которая есть у нас, это действие пожарных. Когда они просыпаются? Тогда, когда менеджеры не справляются с болью изгнанников, тогда приходят пожарные, и пожарным плевать вообще, что произойдет с домом, их задача затушить эмоции. Какими путями? Неважно. Но, естественно, после этих пожарных, действия пожарных, кто приходит? Критикующие менеджеры, которые говорят, как ты могла, как ты так мог, зачем ты это сделал, неужели ты не можешь без этого жить? И все такое. Вот, честно говоря, пожарным плевать. Они выполняют свою задачу – снятие боли, напряжения. Почему они это делают? Да? Вопрос такой. А потому что выше пожарных стоят депрессивная часть. И если боли будет слишком много и страдания, то придет депрессивная часть, которая все вырубит. Да? То есть, что такое депрессия? Депрессия – это реакция на страх «замри». Я ничего не буду делать, все. И туда идет колоссальная энергия на сдерживание от действия. Потому что по большому счету мы постоянно себя останавливаем. Но мы выбираем, что я хочу остановить, вот это или вот это. Нет, давай, я вот это остановлю, а этому дам свободу. Мы выбираем действие. Но каждый раз мы себя от чего-то останавливаем. Депрессивная часть, когда приходит, мы себя останавливаем от всего вообще. Больше в нашей жизни ничего не интересует. А в пожарных может быть трудоголик? Да, конечно. Заедание. То есть любые аддикции? Любые аддикции – это и есть пожарные. Интересно, а зачем же это депрессивные части? Как вы считаете? У кого-то есть ответ? Кто вот здесь, на вершине этой пищевой цепочки находится? Ради чего все стараются? Это же депрессивная часть, это тоже менеджер. Просто это уже последняя инстанция перед чем? А? Чего? Просветление? Ну, конечно. Умничка. Смерть, да. Суицидальная часть. Травма, выход, Да. да. Вот это вот и есть Активация структура. травмы, желание смерти, право на выход из системы. То есть эта часть тоже заботится, и это последняя инстанция избавления от боли. Если остальные все не справляются, и боль все равно высока, то единственный выход избавления от боли – это смерть. Вот это вот ошибка классической психологии, когда клиент приходит к менеджеру, и менеджер с ним, к психологу, и психолог с ним заключает контракт. Контракт, что пока мы с вами работаем, вы не покончите жизнь самоубийством. Все. Что происходит в голове у человека? У него вся структура ломается. Потому что это четко выверенная структура любого человека. Убрав хоть одну из этих частей, все ломается. Не понимаю, а что значит, вот ему говорят, ну, вы не умрете. И Не, вы не умрете. Вы не имеете права покончить жизнь самоубийством. А? человек об этом думает или что? Мы всегда об этом думаем. Мы всегда думаем подсознательно об этом. И всю свою жизнь выстраиваем так, чтобы не прийти в суицидальную часть. То есть менеджеры по-другому работать не будут. Зачем им работать? Скажите, ну все, нету суицидальной части, зачем тогда им делать то, что они делают? Нету депрессивной части, все, да, нет вот этих Смерть частей. двигатель, получается. Да, для менеджеров вот этих. Конечно, Что-то менять. да? Обычно психологи говорят, только в контракте прописывают про смерть. Да? Про суицид. Умереть тебе никто не имеет права запретить, да? Но это такое, это заключение контракта, это ведь не подписание договора. Это мы с тобой договариваемся, что пока мы работаем, да, ты не покончишь жизнь самоубийством. Согласны? Согласны. Все. Едем дальше. Я это с клиентами не делаю, потому что я не пытаюсь нарушать эту структуру, потому что она идеальная структура. В моей терапии мы работаем с изгнанниками и с менеджерами. Потому что если боли нету, изгнанникам, менеджерам легче тогда. Чем меньше боли, тем легче менеджерам, тем больше проявляется. Меньше боли, меньше проявления пожарных. Я не говорю никогда человеку, прекратите употреблять наркотики или алкоголь. Пей, кури, что хочешь делай. Да, это твой способ выживания. Я не имею права запретить человеку этот способ выживания. Но я могу сделать так, что у него
отпадет как бы желание, потому что, чтобы не встречаться с критиками своими, он лишний раз не будет этого делать. Он подумал, могу я это, не могу. Могу и не курить. И ладно, не буду курить. Потом тогда, когда это происходит курение, то тогда, допустим, марихуана, то это не для того, чтобы убежать от какого-то состояния. Это для того, чтобы получить какое-то состояние. Вот хочется сейчас получить такое состояние. Чуть-чуть измененное. Пожалуйста. Но это не побег. Правильно я поняла? Срабатывает внешний триггер, случается боль, он попадает Да. в динамик, Да. и динамик, все, у него срабатывает такая парализующая какая-то беспомощность, и у него случается Разное бывает. стремление направо на выход, на суицидальную часть. И получается, идет Да. такой раз стрелка, и выходит, Да. и начинают по очереди выходить один, второй, то есть Да, и все стоят на рубежах, для того, последовательность чтобы- она такая, то есть если Да. вот эти не сработают, то приходит пожарный. Да. Но подожди, но критикующие находятся рядом с пожарными, то есть они в одной Нет, критикующий здесь. критикует, то есть она прыгает. Никуда не выходит, прыгает. выходит менеджер, Да. менеджер не справился, выходит пожарный, Да. на пожарного реагирует другой менеджер, После того, критикующий когда выходит уже пожар затушен. после. Конечно. Пожарные выполнили свое дело, они пожар затушили. А если это прям в процессе происходит? Разные части соревнуются, а если да, которая хочет Ты- пойти в это, какой и у тебя пожарный, пожарный? ну, допустим, там в отношения начинает делать. Нет, это не пожарный. Это менеджер. Это менеджер? Да. Пожарные это деструктивные. Почему ты считаешь отношения деструктивными? Пожарные, они в моменте срабатывают. Да, в моменте. прям Это не долгосрочное. Уехать в паломничество, как минимум, это несколько суток тебе надо чтобы собраться, купить билеты, поехать. Нет, пожарные так не работают. Пожарные Какой? вот здесь вот. Да, это простраивание. Это, короче, одним днем бросить или уехать. Если бы это было бы так, может быть, ты прям все бросил и уехал одним днем. Да, потом нам там пишешь из Индии. Я просто пытаюсь понять, потому что нащупать, потому что мне кажется, что у меня все пожарные подавлены очень сильно. Возможно. То есть, у меня очень часто, ну, в последний период, депрессивные периоды были, очень часто как-то возникают какие-то первые вот эти импульсы, как-то изменить, все бросить, не знаю, и так далее. Там я, не, ну это тоже отчасти пожарные, потому что я мясо не ем, я знаю, что мне плохо от мяса и так далее. И я там начала мясо съедать, начала курить иногда. Ну, наркотики. Вот курить, да, это Я начала пожарные. ходить, получается, пожарные начинают тянуть куда-то в какие-то эти, а менеджеры очень Да, быстро- если еще не настолько больно, что менеджеры оттягивают обратно, значит, еще пожарные еще не сработал. Вот. Но если настолько больно, просто настолько сильные менеджеры, что меня сразу, ну ты знаешь, что было последние недели, меня сразу кидает в депрессивную часть, я даже... Да, перед потому этим что слышала, пожарные у тебя что-то не нашли, видимо, Везде способа заблокированы. да, Потому что менеджеры- функционировать. Менеджеры Да. очень хорошо работают. Это хорошо? Ну, тогда Конечно, не плохо. оценивать. Судя по всему, что депрессивная тема включается. Конечно, у тебя ты убрала, грубо говоря, еще один форт-пост, да, который заградительный еще один барьер перед депрессивной частью. И сразу перескакиваешь туда. Возможно, здесь есть какая-то вторичная выгода. Конечно, есть. Вот, видимо, тогда, может быть, как раз поэтому пожарные пропускают туда. А, Если человек начинает болеть. а может быть, знаешь, что может быть? Сейчас, да. Может быть, депрессивная часть это не депрессия еще у тебя. То есть эта депрессивная часть, может быть, и есть пожарная тоже. Мгм. Типа выбор страданий. Да. То есть ты выбираешь не зависимость от алкогольной, наркотическую, а зависимость от страданий. Да? Все. Ты ее воспринимаешь как депрессию. Это еще не В депрессия. чем разница? А депрессия, ты уже валяешься, ты вообще ничего не можешь сделать. Ты еще не нравится? Нет. Она пытается Я что-то просто делать. не понимаю, я сама пыталась разобраться, я не понимаю, в чем разница. Ну, то есть, бывает, несколько дней прям валяешься, прям кажется, депрессия тоже уже нет. Вот. Потом вроде потихоньку устаешь. Все, ты выбираешь из депрессии. Ну, то есть, это была депрессия или пожарная? Это была депрессия. Правильно понимаю, что это просто нравится состояние жертвы? Мне не нравится, а есть вторичная выгода. Есть вторичная Выбираю. выгода от То есть состояния есть часть, жертвы. которой, прости, что перебиваю, есть часть, которой, да, это выгодно, и чем-то, какой-то потребностью найти. Допустим, любовь. Внимание. Не настолько хреново. Что я ухожу в это. Да, возьмите меня на ручку. И из-за этого можно и болеть. Болезнь включать тоже для Конечно. того, чтобы жертвы слабые. Да? Болезнь это будет хороший такой подарок. Вот тот формат, который у меня был, когда я с лихорадкой лежала 38, и Да? в обмороке падала, это пожарный. Возможно. Если это не вирус какой-то. Не все болезни это психосоматика. А если это как побег, чтобы ничего не решать, это какой-то? Это менеджер. Это менеджер. Менеджер подвиг депрессии. Менеджер, нет, депрессия, сейчас еще раз. Что такое депрессия? Да, что- В депрессии вы никуда не бегаете. Вы иногда даже писаетесь под себя. Вы понимаете, что такое депрессия? Вы лежите, у вас ни на что нету сил. Я не думаю, что убегаешь от жизни, от вообще всего отгораживаешься. Ты в этот момент что-то делаешь физически? Нет. Что ты делаешь? Лежу, я сплю, лежу, плачу.
Лежишь и плачешь. Это возможно, да, депрессия. Возможно, депрессивное состояние, которое ты себе позволяешь прожить. То есть это может быть и пожарная, а может быть уже и депрессия. Слушай, ну они же все параллельно существуют. Конечно, они все у нас живут. Они активируются вот в таком порядке. Да. Через изгнанников. Да. Внешние обстоятельства реагируют, влияют на изгнанников, все. А менеджеры так реагируют на внешний фон, чтобы не попасть в изгнанник. Вот, допустим, твоя часть, которая вот так вот стеснялась высказываться. Кто это был? Да. Менеджер, умничка. И она защищала этого изгнанника. Боль, которая, это, если есть там осуждение, у кого-то встречается осуждение. Скажи, правильно ли я поняла, что 80, мне кажется, даже процентов все такие менеджеры? Ну, по обстоятельствам. Да, если Там мы все родители, считаем, часть что контролирующие, у нас требующие. где-то 15-16 личностей у каждого, то большинство это менеджер. Либо изгнанники. У кого какая Какие пропорция? могут быть еще пожарные? Назови все аддикции. Игромания, А. верно. Там на Объедание. фондовом рынке, еще где-то все Ну, то же самое. смотрите, ну, игромания, алкоголизм и так далее. Это всё-таки Зависимость, Длительная. адреналиновая зависимость. Длительная. А Почему длительная? Игромания длительная? Пошел быстро все Там же все происходит достаточно быстро. Там вот это, там игроки идут за эмоции проигрыш. Они не за выигрышем идут, а думая о том, что они идут за выигрышем. А идут за проигрышем, Потом они еще отыграться хотят. чтобы снова проиграть. почему? Почему? Потому что эмоции сильно от проигрыша. Потеря денег, страх. Сильнее, чем от выигрыша. Ну, выигрыш это ерунда. Так это же отрицательные эмоции. Нет отрицательных и положительных эмоций. Да, включают в жизнь. Это просто энергия, которая идет. Мы сами уже потом умом опрашиваем плохое, хорошее. Просто я доброе, понимаю, если бы я злое. что-то проиграла, мне бы наоборот было бы плохо. Мне хотелось бы оттуда убежать. Ну, значит, поэтому у тебя нет такого пожарного, который игроман. Тебе не помогает. А кому-то помогает. Правильно я понимаю, что если поработать с этим изгнанником, то все остальные не нужны? Или вообще не нужны? Что значит не нужны? Это То все есть- наши сокровища. Они все базируются на изгнанниках, на личности. Конечно. В каждом изгнаннике заложены наши сокровища. Вот мы сегодня открыли одно сокровище, проявленность. Это же сокровище. Знание без Всё. ресурсов. Конечно. И ресурс, на который тратят менеджеры колоссальное количество энергии, чтобы сдержать это. Чтобы... Знаете, что происходит? Большинство людей пытаются изменить внешний мир, чтобы уйти от боли, вместо того, чтобы менять свой внутренний мир, чтобы не испытывать эту боль. И расскажите мне, сколько энергии тратится на изменение внешнего мира? А скажите, какой там КПД? У кого-то получилось изменить внешний мир? Можно там копать до бесконечности. Одна нету. Копай, 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 копай. Меняй этот мир. Там, залезай в эту яму как можно глубже. А от себя никуда не залезешь. Не спрячешься, не зароешься. Поэтому работать надо с собой. Единственный выход. Каждый раз, когда вы достаете одного из изгнанников, вы становитесь богаче. И это ваше сокровище. Сокровище, которым, да, вас наделило общество, вас наделила жизнь, вас наделили родители ваши. Им можно сказать за это спасибо, за эти сокровища. Потому что если бы у вас этого не было, то вы бы были скучны, Не смогли бы играть в полбу. неинтересные. Да, Сразу все есть. да. Все ресурсы. Ну, ходили бы как та собачка, которая бегает и довольна всему. И реагирует на какие-то внешние, ну, мне это не нравится, я пойду дальше. Все. Внутренний мир не формируется. Из изгнанников формируется наш внутренний мир. Наша способность видеть внешний мир. Чтобы попытаться ведь его изменить, нужен интеллект. Сильный интеллект нужен. Чтобы вы поняли, я только к своим 49 годам выяснил, что я, оказывается, тревожный человек. Какой интеллект у моих менеджеров, которые всю жизнь от меня это скрывали, а я работаю психологом. Вы понимаете? Я в людях это вижу. Вы, наверное, поняли, как я вижу вас всех, а себя не увидел. Свои проявления не увидел. Я благодарю своих менеджеров, потому что они настолько развиты,
да, которые помогали мне это все увидеть. Получив вот эту схему, что вы получили? Вот ты сказал, что получил. Ты получил ее. Ты сейчас видишь свою жизнь как игру. И это великолепно. Да, то есть все, она... А в игре нету места страдания. Ты никогда не жертва, да. Это просто сейчас такая игра. И Я благодарность бы ради на тебя. вашем месте сейчас себе это забрал. Да, я тоже теперь игру. Я тоже теперь играю. Это теперь моя игра. То есть мы Классно говорим здесь. себе о том, что все наши эмоции — это наши эмоции. И нет никого ответственным за наши эмоции. К чему у нас это ведет? Потому что мы можем взять свою жизнь в свои руки, взяв на себя ответственность за свои эмоции. Не перекладывая ни на кого и не пытаясь поменять внешний мир, а идти в себя. Дальше что происходит? У нас появляется благодарность к тем, кто в нас вызывает эти эмоции. Мы уже называем их не мучители, а учители. Учителя. И все мои субличности. Ты же меня создаешь, твой мозг. Потому что я лишь отражение фотонов света и просто децибелы, которые вылетают из моего рта. И, может быть, запах еще какие-то ощущения. Но это все ты создаешь. То есть ты, получив вот эти сигналы, это просто сигналы точка-тире. Или сигналы, да? Ты уже в своей голове выстраиваешь видение меня, свое отношение ко мне. Чья субличность? Твоя. И она твоя субличность. И она твоя. И она, и он. И он. И она твоя субличность. Твоя родственная субличность, да, которую ты больше всего стремишься, рядом с которой тебе хорошо. И вот теперь продолжаем дальше. Можно назвать зеркалами своих внутренних субличностей люди, которые... Можно назвать зеркалами, а мы просто... Ведь почему так происходит? Наш мозг очень ленив. Не ленив, он пытается сохранить энергию. Для этого у нас есть шаблоны на каждого человека. А что такое шаблоны? Это и есть наши субличности. И я просто беру и одеваю субличность свою вот сюда, и мне не надо тратить мою когнитивную энергию на формирование нового образа. Он уже есть. Вот этот образ уже есть в моей голове. Все. Готовый скрипт. Да. Не надо заново писать целый код, вот такие страницы кода. Ведь все это коды. Мы все коды друг друга. То есть мы не можем написать того, чего у нас Абсолютно верно. То есть мы сами создаем свою жизнь. Соответственно, и мы сами формируем отношения к другим людям. И вот здесь мы берем ответственность на свои эмоции на себя. Это мы создали это. Сегодня я слишком болтлив. Я обожаю мою эту субличность. Это было Сейчас будет еще глубже. благодарность. Готовы? Вы готовы, дети? И важен путь. Не важен результат. Научившись наслаждаться дорогой, мы изменим свою жизнь. самурай нет цели. Самурай только Возвращаемся. Кто же такой я? Вот у меня есть эти все части. Кто я? Кто я настоящий? Вот здесь ты говорила про дух, и действительно говорят то, что где-то на второй неделе или на третьей неделе зачатия какой-то свет спускается в плод. И считается, что как раз это и появляется самость. В разных религиях, в разных учениях это по-разному. Но есть самость у каждого человека, которая неизменна. Часто многие религии нас заставляют обращаться к какому-то Богу, высшему существу. А что если Бог это и есть мы? Вот это наше состояние, это и есть самость, это и есть Бог, к которой мы обращаемся вовне, потому что нас так учат, потому что так легче нами управлять, когда не я Бог. Да? Если вспомним, да, даже язычество, в язычестве был каждый Бог, и все Бог есть. Не было того, что Бог где-то один, и вот это изменение было для того, чтобы людьми было проще управлять. Потому что если в каждом доме есть Бог, то что с ними делать? Они все боги. Как их разделить? Как ими управлять? Как их заставить что-то делать? И этот Бог у всех один, и всех одинаков. Неважно, какого вы пола.
неважно какого вы возраста. Сегодня тебе помогла моя самость, мой внутренний Бог, который тебя любит. И только вот эта любовь, которую может испытывать Бог, он только может испытывать любовь. Он может исцелять. Вы каждый из вас такой же целитель, как и я. Просто может быть, что ваша система выстроена так, что у вас нет доступа к вашему Богу. Потому что менеджеры боятся, пожарные боятся, депрессивная часть боится, изгнанники боятся. Там, где страх, места нет любви. Только успокоив своих менеджеров, особенно которые агрессивные менеджеры, а можно их успокоить с помощью того, чтобы дать исцеление некоторым изгнанникам, которые больше всего страдают, мы получаем доступ к своей самости, к своему внутреннему Богу, нахождение в поле которого действует исцеляющее для всех. И для тех, кто внутри находится, и для тех, кто снаружи находится. И люди сюда приходят вот просто иногда побыть в этом поле, для того, чтобы, когда я его раздаю, когда у меня получается это делать. И также на моих консультациях тоже люди приходят за исцелением вот именно за этим состоянием. Потому что просто близость к этому состоянию, она уже действует исцеляюще. А моя задача на консультациях проявить в вас это состояние, чтобы человек, клиент, не исцелялся с помощью моей самости, а с помощью своей самости. Я знаю свою карту, по которой я туда пришел, и я делюсь этой картой. Да, у меня это был такой вот извилистый путь, длиною в многие года. Да, но я знаю короткий путь. Я вам рассказываю про короткий путь. Может быть, кто-то просветлел за минуту, а может быть и он лукавит. А может быть, у него настолько гениальный менеджер, который выстраивает, что он просветлел. И создает видимость. Менеджер может создавать состояние, как будто человек находится в самости. Ну, там есть... Тогда он раздает это состояние. Почему? А ты знаешь, что... Нет, может он сдавать. Он может находиться в этом состоянии, но он, допустим, может находиться в этом состоянии только в определенное время, не постоянно. То есть короткий промежуток времени. Ну, то есть это он так соприкасается со своей самостью? Или это Нет, самость. псевдосамость? Нет, может быть псевдосамость, а может быть действительно самость. Может быть, только эта самость, допустим, вот при медитации, если грамотно, хорошая медитация, то мы все попадаем в это состояние самости. Когда в голове шум перестает быть. Когда мы ощущаем эту легкость, нас ничего не тяготит, мы начинаем чувствовать внешнее пространство, чувствовать мир, дуновение ветра, у нас только позитивные эмоции на это вызывают. Даже эти эмоции непонятно откуда берутся, вроде как бы и радоваться нечего. Мы сидим и радуемся. Вот это и есть состояние самости, в которое мы все можем приходить. Другой вопрос, что находясь в определенных состояниях, вызванные стрессовыми расстройствами, нам очень сложно прийти в состояние самости. Недавно я испытал стресс и попал в тревожное состояние. И мне было очень сложно. Несколько дней я вот прям использовал все методы, чтобы вернуть себя в это состояние. Но зато я увидел боль, увидел изгнанников, тут же начал работать сам с этими изгнанниками, психолог 2 раза в неделю, все для того, чтобы мне вернуться в свое состояние. Потому что от моего состояния зависит состояние моих клиентов. Я не могу себе позволить уйти в депрессивную часть или в пожар. Кстати, мои пожарные еще это просмотр сериалов. Или там скроллинг ленты, да, это что же все пожарные. И я вот как только сейчас раз, я уже сколько дней не смотрел вообще сериал. А если смотрел, там 20 минут посмотрю, что-то такое, уже по старой привычке не спать было. Нет интереса уходить туда. Мне лучше помедитировать, посидеть в тишине и помыслить, да, создать какую-то новую структуру, которая сейчас рождается из-за получения каких-то знаний. Я научился по утрам, допустим, ведь тревога, она больше всего активизируется вечерами и утром. Вечерами нам очень сложно с ней работать, с тревогой, потому что у нас не выделяется гормон счастья. И мы не можем сбалансировать и вытащить себя из тревожного состояния. И поэтому проще через пожарных это делать. Вот. Открываем холодильник, быстро сладенькое. Да, открываем холодильник, сладенькое. Но я, допустим, для себя нашел как бы экологичный способ. Это физическая нагрузка. Приседания, отжимания, вот, физический выработка, потом холодный душ, потом чтение. Вот такой для меня лично универсальный экологический рецепт. С помощью чтения я получаю знания,
Я забочусь о своем теле с помощью физической нагрузки, да, контрастный душ, понятно. Там. И уход за собой еще. Да, то есть чистить зубы, все это, там, привести себя в порядок, читать. А в постели книжку почитать, чтобы успокоить свои мысли, которые все равно там, ну, при физической нагрузке они уже меньше бегают. Еще можно дыхательную аскезу сделать. То есть намеренно перестать дышать долгое время, потом там, ну, там такая небольшая практика, тоже очень хорошо успокаивает ум, то есть успокаивает части. Они уже понимают, нет, сейчас лучше нам потише себя вести, а то он сейчас вообще себя замучит. 3-4 минуты, ну насколько ты можешь задержать дыхание, сначала ты продышиваешься мощно, там, потом ты задержишь дыхание на вдохе, держишь там 3 минуты где-то или сколько можешь, пока уже там внутри не начинаются конвульсии. Потом выдыхаешь, еще какое-то время держишь. Потом делаешь вдох, все, у тебя тишина в голове. Мне кажется, я на первом этапе вырублюсь. Вырубишься, все спадет Отлично, нормально. значит, сработало. Сработало, да, тебе на этом твои менеджеры такие, все. Вот так, знаете, угомоните, все, здесь пахнет жареным. Ведь утром у нас тоже из-за стрессовой ситуации у нас выделяется повышенное количество психической энергии. Потому что организму надо решить, что если стрессовая ситуация, значит угроза, надо что-то делать. Наш организм мудрый. И эта психическая энергия нам с утра не дает нормально себя чувствовать. И для этого, вот мы сегодня с вами работали, во-первых, да, это и есть утренние ритуалы у меня, допустим. Да, я просыпаюсь, гимнастика, потом туалет, и дальше у меня начинается чайная церемония для себя, в процессе которой я начинаю общаться со своими частями. То есть я ее таким образом, каждой своей части говорю о том, что я тебя слышу. Да, я чувствую, что она чувствует. Я пытаюсь понять, какие ее потребности. И каждая моя часть, она услышанной является. Они успокаиваются, мои части. И тогда я уже начинаю создавать общую картинку, что происходит в моей жизни. И вот это, и тогда приходит осознание. И вот, допустим, сегодня осознание у меня было такое. В самые темные времена, которые у нас наступают, к нам приходят. Вот эти темные времена, как правило, наступают из-за активности, я его сегодня назвал темный ангел. У нас всегда есть и светлый ангел. Но из-за концентрации своего внимания на темном ангеле мы не видим своего светлого ангела. Темный ангел действует из боли и страха. Светлый ангел действует из любви. Как только у вас появляются силы увидеть этого своего светлого ангела, увидеть, как он вам дает эту любовь, как вы с ним общаетесь, у вас появляется возможность уже... чтобы увидеть светлого ангела, нужно начинать работать с более темного ангела. Потому что темный ангел действует из боли или из страха. Нету ни один, ни другой, ни плохой, ни хороший. Но вы вправе менять свое состояние, освобождая от боли темного ангела и давая свою любовь светлому ангелу. Вот это то, к чему я пришел сегодня. Те знания, которые я использую для того, чтобы помогать себе, я вам сказал. И здесь у меня появляется благодарность к моему темному ангелу, который мне помогает видеть моих знаний. Потому что без этого темного ангела я не увижу своих знаний. И я тогда не увижу своего светлого ангела. Не увидев тьму, я не увижу свет. Я буду пребывать в каком-то состоянии, где полутьма, полусвет. И вот это сейчас шкала состояния. С одной стороны светлый ангел, другой черный ангел. Где мы находимся? Такое наше состояние. Мне кажется, что я сейчас это светлое. Это темное. Своего темного ангела я встретил 2 месяца назад. Своего светлого ангела я встретил новогоднюю ночь. Видео он встретил, чтобы они у меня всегда были.
Но я говорю вам о том, что я живу в театротерапии, я живу в том мире, где вы все мои субличности. Но я нашел своих ангелов. И если 1 января я был вот здесь, мне хватило состояния увидеть своего светлого ангела. Я практически с ним не взаимодействовал, но я взаимодействовал с темным ангелом, получая боль и исцеляя ее. То сейчас, наверное, нахожусь здесь. И я уже коммуницирую со своим светлым ангелом. Я не дал себе возможность коммуницировать со светлым ангелом, пока я не прошел какой-то Рубикон, где я понимаю, что я уже способен в состоянии чувствовать своего светлого ангела. Потому что здесь состояние боли — это сильное чувство состояния боли. И испытывая боль, тоненькие чувства скрыты от нас. А с ангелом нельзя общаться, со светлым ангелом не получится общаться в состоянии боли. Чувствительности нет, появляется только разум. Все. А из состояния разума нету, не будет контакта. Потому что светлый ангел очень чувствительный. И светлому ангелу будет очень больно от боли, и он дистанцируется. Если мной вот в этом состоянии я захвачен болью. Потому что светлый ангел не спасает. Вот такое вот у меня сегодня было сознание. Можно включить.